Советский пилот не без удовлетворения подсчитывал пробоины в рухнувшем немецком самолете. Несколько минут назад их сделали пулеметы его истребителя. На фюзеляже двухмоторного самолета стоял код гражданской авиации, но в пилотах, сидящих у машины, чувствовалась военная косточка. От самолета несло горелой пластмассой. Немцы успели сжечь фотопленку. Самолеты-разведчики, летавшие на 10-километровой высоте, обычно оставались незамеченными и безнаказанными. Но тогда, 15 апреля 1941 года, из-за неисправности мотора немецкий Ю-86 снизился и был сбит. На допросах пилоты Юнкерса утверждали, что во время полета в районе Кракова они заблудились и потеряли ориентировку. Это звучало очень неубедительно от летчиков, сбитых под Ровно в паре сотен километров от границы. К тому же в самолете нашли карту приграничных областей СССР. Экипаж Юнкерса входил в секретную команду Ровеля, которая уже давно фотографировала советскую территорию, готовя данные для вторжения вермахта в СССР. Через 10 дней после этого события в Москву из Берлина пришло донесение. Его автор, генерал-майор Василий Тупиков, военный атташе СССР в Германии, делал в отчете следующие выводы. В германских планах СССР фигурирует как очередной противник. Сроки начала столкновения, возможно, более короткие и, безусловно, в пределах текущего года. Точную дату германского нападения ни Тупиков, ни другие разведчики весной 1941 года назвать не могли. Рихард Зорге, он же Рамзай, сначала сообщал о начале военных действий после окончания Сева, потом в конце мая, затем во второй половине июня. Неопределенность присутствовала и в донесениях остальных разведчиков. Было неясно, состоится ли нападение вообще. Широко распространено заблуждение, что немецкие планы попадали на стол Сталина едва ли не сразу после их подписания. В действительности никаких похищенных планов не было. Информация от агентуры поступала самая противоречивая, а серьезным недостатком в работе разведки перед войной была слабая аналитическая работа. Порой действительно важные сведения терялись в массе второстепенной информации. В апреле 41-го эшелоны с немецкими войсками непрерывным потоком шли на восток. Всего лишь несколько месяцев назад, летом 40-го, Гитлер поставил задачу разработать план войны с СССР. А уже 18 декабря он подписывал директиву номер 21, известную как план Барбаросса. Позднее, в обращении фюрера к войскам, прозвучали слова о 160 советских дивизиях на границе, якобы готовых перейти в наступление, что было откровенной ложью. Версия о том, что нападение готовил Сталин, а фюрер лишь защищался, была не более чем детищем геббельсовской пропаганды. Цель войны, сформулированная Гитлером на совещании, звучала куда прозаичнее. Англичан поддерживают только возможность русского вступления в войну. Будь эта надежда разрушена, они бы прекратили войну. План Барбаросса гласил: основные силы русских сухопутных войск должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Этими клиньями были танковые группы, объединение танковых, моторизованных и пехотных дивизий. Перед ними ставилась задача глубоких охватов и обходов войск противника с целью окружения. Для войны против СССР создавались 4 таких группы во главе с генералами Клейстом, Гёпнером, Гудерианом и Готом. Конечной целью немецкой операции был захват территории СССР до линии Архангельск-Астрахань.
На итоговом совещании гитлеровские стратеги выразили уверенность, что война с СССР займет 3-4 месяца. Немецкие войска были разделены на 3 группы армий. Группа армий «Север» должна была наступать на Ленинград, центр – на Москву, юг – на Киев и Донбасс. В составе групп армий «Юг» и «Север» находилось по одной танковой группе. В группе армий «Центр» на главном московском направлении сразу 2 – Гудериана и Гота. Герман Гот, генерал-полковник, в 41-м командовал 3-й танковой группой. Ему было уже 56 лет, и солдаты называли его «Папа Гот». Германия не знала гражданской войны, разделившей общество, эмиграции офицеров и репрессий. В вермахте служило немало командиров с многолетним опытом руководства войсками. Танковые генералы не были исключением. Гудериану было 53 года, Гёпнеру 55, а Клейсту 60 лет. Штабы танковых групп прибыли на границу еще зимой 40-го года и состояли только из группы офицеров со средствами связи. Подход танков планировался прямо перед наступлением, а в первых эшелонах на восток перебрасывались лишь пехотные дивизии. Размещая у границы пехоту без танков, немцы стремились сформировать у советского командования впечатление, что они перед высадкой своих войск в Англии здесь, на востоке, просто создают заслон. В 1941 году немецкая армия, несомненно, находилась на пике своего могущества. Ее дивизии были укомплектованы по штатам военного времени. После захвата Франции войска интенсивно тренировались, совершенствуя тактику блицкригов, молниеносных войн. В 1941 году значительная часть Красной армии располагалась в глубине страны и содержалась по сокращенным штатам мирного времени. На границе находились только армии прикрытия, не способные отразить сконцентрированный удар главных сил врага. Требовалось 2-3 недели интенсивных перевозок войск, чтобы на границе создать эффективную оборонительную группировку. Перед советским руководством стоял вопрос, когда нажать красную кнопку и начать выдвижение армии к границе. Несмотря на подписание пакта Молотова-Риббентропа, советское руководство иллюзий не питало. В СССР шло интенсивное военное строительство. Армия от 1,5 миллиона человек выросла до 5 миллионов. Но лето 41-го вооруженные силы встречали в разгар реорганизации. Строились укрепления, ремонтировались аэродромы, формировались новые части. Без твердой уверенности в агрессивных намерениях Германии перемещать войска к границе было опасно. Это могло привести к ускорению начала войны, к которой Советский Союз все еще не был готов. А противоречивые данные разведки этой уверенности не давали. В первой половине июня 41-го немцы стали выдвигать границы танковые и моторизованные дивизии, что уже никак не походило на заслон перед высадкой в Англии. Тогда советское руководство предприняло отчаянный шаг. За 8 дней до начала войны в «Известиях» появилось сообщение ТАСС. В английской и вообще иностранной прессе стали муссироваться слухи о близости войны между СССР и Германией. По мнению советских кругов, слухи о намерении Германии предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы. Так, намеками, немцев приглашали сесть за стол переговоров, но ответом стало гробовое молчание германского руководства. И реакция Сталина последовала незамедлительно. Войска, находившиеся в глубине страны, получили приказ выдвигаться на запад. Красная кнопка